Всем доброго раннего утра. У нас, сейчас посмотрю, 5 утра. Еще раз повторяюсь, для тех, кто не может понять, откуда у меня успех в этой жизни, почему меня люди любят, почему столько даров, благодарности и так далее. На самом деле ответ очень простой и очень короткий. Я очень много работаю. Вот когда вы утром просыпаетесь, у вас одна мысль, какую бы гадость про меня снять, или выдумать, или придумать с одного места. А у меня только одна мысль. Что я сегодня людям подарю? Разницу чувствуете? Вот. Так вот, кто что отдает миру, то и получает обратно. Даришь спасение и помощь, получаешь благодарность, дары и уважение. Даришь гадость, получаешь пустоту, сплетни и ту же самую гадость. Это так, к слову. Итак, грузинские заговоры на деньги или грузинские денежные заговоры. Дело в том, что я создавала и создаю, и были у меня уже давно в архивах, которые я улучшила, придала более такой красивый, интересный вид, если уж грубо говоря, много работ на разных языках. В некоторых языках я знаю язык магии, то есть те слова, которые используются в заклинаниях, это мне помогает создать ритуалы на других языках, на суахили, на монгольском, амхарском и так далее. Есть языки, на которых я разговариваю. И грузинский язык – один из этих языков. Я родилась в Грузии. Во мне есть и грузинская кровь, причем кровь благородных людей. Их называли тавады, то есть глава нации. Но потом, естественно, во время коммунистов их раскулачили, и очень многое прошли эти люди. Но в любом случае генетику, кровь никуда не денешь. Моя бабушка по маминой линии грузинка. Моя прабабушка по папиной линии грузинка. Бабушка моя по маминой линии, София Андиашвили, она дочь священника. Звали его Лука. Она родом из города Варди-Субани. Может, кто-нибудь даже узнает. Ее отец умер молодым, но успел создать школу, гимназию, где он преподавал, был директором, насколько я помню. Мы уже которое поколение учителей и врачей. Ее мать была учительницей. Моя бабушка была учительницей грузинского языка и литературы. Мама была учительницей, мои тетки учителя. Две мои тети, одна живет в Гюмри, она учитель армянского языка и литературы. Вторая моя тетя, то есть одну мою, которая живет в Гюмри, зовут Диана. Вторую зовут Светлана, она в Грузии преподает в армянской школе, учительница математики. Мама моя математик и так далее. Ну, в принципе, я по профессии учитель истории. Вот такая вот генетика. Остальная часть моей семьи – это врачи. Другая моя тетка Тина, она доктор. Сестра моя доктор. Ну, в общем, много кто. Мой дядя создал кое-что для Армении и не продал ни одной стране, а подарил нашей родине, подарил даром. Хотя за это изобретение предлагали миллионы, но он не пошел на эту сделку. Весьма известные люди, мои родственники в Армении, не хочу называть, чтобы всякие не лезли, гадости не написали на каналах этих людей. Оппозиционеры всю жизнь были, воевавшие за родину. К чему я это говорю? К
Потому что генетику никто не отменял. Все, что пришло от моих предков, тетради, именно такие толстые тетради, общие тетради, в которых мой дед писал заметки на армянском, на грузинском языке, писал заговоры, философские трактаты о смысле жизни, почему мы сюда пришли в этот мир. Понимаете, это все не случайно. Я просто продолжаю их мысли. Они не смогли миру это преподнести, поскольку мой дед, невзирая на то, что у нас происхождение благородное, но раскулачили нас, и послевоенные годы, такие голодные годы, скажем, ему нужно было работать, отец умер молодым, и у него не было возможности получить образование. Он закончил 4 класса, но сделал все, чтобы его дети были образованы, и все закончили высшие учебные заведения. И этот человек оставлял вот такие мысли, такие умозаключения, рассуждения, которые для человека села, сельского человека, который получил неполное образование, было слишком, знаете, признак ума и интеллекта. И это все я продолжила. То есть я продолжаю их линию. Нашу армянскую линию, грузинскую линию. Это два народа, которые во мне соединились, да и во многих соединились. У нас родственников много, грузин, греки есть у нас в родстве, есть абхазы. Много народностей, в Грузии много народу, собственно говоря. Так вот, я к тому, что на генетическом уровне меня всегда тянуло изучить фольклор, этнологию, историю этих народов, понять. Я говорила и повторяюсь, невзирая на политические все эти грязные игры, у грузин нет ближе брата и соседа, чем армяне, и у армян точно так же нет ближе брата и соседа, чем грузины. Когда армяне и грузины сообща воевали, сообща охраняли и берегли свои земли, они были сильны. Когда между ними посеяли вражду, соперничество, ненависть, их по отдельности начали побеждать. И это реально так. Наши княжны выходили замуж за грузинских князей, тавадов. Их дочери, наши царицы и княгини. Великая царица Тамара, которая в своем могуществе освободила часть Армении, находившейся под гнетом монголов, и ее любимый город был Ани. Она прекрасно говорила на армянском языке, и у нее были и армянские родственники. Бабушка у нее была армянка. Мать Бурдухан осетинская. Мать была осетинка, первый муж был русский князь, сын Андрея Боголюбского, насколько я помню, Юрий. Но он был очень пьющий человек, она с ним развелась. В то время это было не принято, но князья приняли решение, что надо развести их, поскольку человек был несерьезный. И он с войском пришел в Грузию завоевать трон у нее, но не получился. У него не получилось, да, это. Второй муж ее был Давид Сослан, ее друг детства. Сослан осетинский еще его называют, сильный военачальник. Его дяди были Захари Хагрдзели, их так называли, длиннорукие захариды, князья Захарьяны. Иване и... Сейчас вспомню, как второго звали. Иване и Захаре, да. Вот сейчас есть армянская фамилия Иванян, что смешно звучит на самом деле, потому что там напоминает русскую фамилию. Одно время я не могла понять, Иванян, как это вообще понимать? Вот Иваняны – это продолжители захаридов, от Иване Захарида. Я вам рассказываю, чтобы вы поняли, насколько разнообразна и интересна и этнология, история Грузии, если вы изучаете. Там, где я родилась, невозможно не любить историю. Рядом с нами находятся развалины крепости, одной из крепостей Тамары. И люди говорили, что ночью, проходя мимо этой крепости, они слышали крики, танцы, пляски, песни и так далее. Говорили, что дух тех самых воинов до сих пор еще живет там. Я выросла
на грузинских патриотических фильмах Башиачук, Давид Гурамишвили. Это все фильмы, которые говорили, да, Великий Мурави, это времена Георгия Саакадзе. Это времена трагедии Грузии, но в то же самое время силы воли народа. Понимаете, эта страна и этот народ для меня никогда не могут быть чужими. Это часть меня. От себя не отречешься. Это часть меня. Я точно так же, скажем так, точно так же носитель грузинских генов. Поэтому, что бы ни случилось, я всегда говорю, политика – это совершенно другое. Народ, люди, историческая память, генетическая память – это совершенно иное. Я очень надеюсь, что когда-нибудь придут разумные правители, которые начнут человеческую, нормальную, созидательную политику между двумя народами. Я в детстве никогда не отделяла их. Мне всегда казалось, что грузины и армяне – это один и тот же народ, только говорят на двух разных языках. И поверьте, одно время так и было. Я родилась в Гардмане. Это область Гардманская, сейчас называется Гардабани. Не там родилась, а вообще эта область называлась в средние века Гардманское княжество. И Гардман – это продолжение княжества Гугарк. Это было армянское когда-то княжество. Но поскольку тогда не было таких пониманий и опасений, князья обменивались землями. И эта часть отошла к Грузии. Сейчас она уже грузинская, начиная, наверное, с 17 века. Вот я там родилась. Гардманское, Гугарское княжество. И оно славилось самыми красивыми женщинами. Я хочу сказать одну интересную вещь, такое наблюдение мое. Рожденные в Грузии армяне очень талантливы. Вот основное количество наших ашугов, народных певцов, поэтов, писателей, они были родом из Грузии, армяне. И не только армяне, другие национальности в том числе, которые, как бы, их знаменитые умы были из Грузии. Тбилиси считалась столицей, культурной столицей Кавказа. Тбилиси это тот город, куда стекались все, чтобы учиться ремеслам, учиться, узнавать, познавать. То есть это вот культурная столица Грузии, Тбилиси. В Тбилиси живут анийские армяне. Это часть армянская такая, армянский квартал Авлабари, который все знают. Там живут именно армяне. Наши родственники тоже там живут. Одна часть в Авлабаре, вторая часть есть такой интересный квартал, Африка называется. Не знаю, почему так назвали, но вот зоопарк в Тбилиси был замечательный, очень красивый, шикарный. К сожалению, вот после этого наводнения очень сильно пострадало. Что я могу сказать? Я люблю Грузию, и она часть меня. Я хочу, чтобы Грузия процветала. Я хочу, чтобы этот патриотический дух не уступал место всякой грязи европейской, которую пытаются внедрить нашей молодежи. Почему молодежь это все хавает и берет? Потому что там очень много свободы, анархии, ненужной свободы. И напоследок скажу, что во время свадьбы, во время грузинской свадьбы, тамада встал и сказал: дети мои, живите по-новому, но любите по-старому, как вы любили до этого дня. То же самое хочу вам сказать. Дорогая моя Грузия, живи по-новому, но мысли по-старому. Потому что старый Тбилиси, старое мышление, исконное, настоящее, оно так приятно. Вы не представляете вот эти времена вспоминать. Я боюсь ехать в Грузию. Я боюсь разочароваться. Я боюсь, что я появлюсь там и ту самую Грузию свою не узнаю, понимаете? Я боюсь точно так же ехать и в Армению. Что с нами случилось, люди? Что происходит? Почему так случилось? Что мы сделали со своей жизнью, со своей историей, со своей страной, со своей молодежью? Что мы творим? Это же древние нации.
автохтоны просто Кавказа. Без нас Кавказ – это не Кавказ. Поймите, наконец. И держитесь за свое. Наше намного лучше. Пусть европейцы у нас учатся. Когда они прыгали с одного дерева на другое, у нас династии сменялись. У нас была Великая Тамара, у нас был Давид Ахмашенебели, у нас был Вахтанг Горгасал. Кто они, чтобы нас учить? Они никто, и звать их никак. Они просто распространяют грязь по всей земле. Не зря китайцы говорят, пока есть европейцы, грязь в мире не закончится. Увы, они правы. Итак, я вам очень много дарила на грузинском языке. Это очень сильный, могучий, обладающий энергией, сильной энергией язык. И он древний язык. Относится к артлийским, то есть к группе картлийских языков. Вообще-то в этой группе он уже один, можно сказать. Но есть еще грузинские племена и вайнахского происхождения, которые давно огрузинились. Их тоже относят к артлийским. Но в принципе именно картлийский язык, он в принципе в своем роде уже единственный. Если были схожие родственные языки, они уже стерлись, веками ушли. Так вот, сыновья Картлоса, богатыря, они привели в этот мир историю, культуру, древние традиции, обряды. И все это воссоединилось в слове грузинская культура. Я вам дарила на грузинском много работ. Это у меня собака храпит. Да, вот так храпит на весь дом. Не знала, что эта порода так храпит. Ну, ладно, не мешает особо. Я хочу сегодня вам подарить такие заговоры маленькие, простые, основанные на народном творчестве, на народных выражениях, но очень сильные. Для людей, которые работают на себя в основном, торгуют. Ну и не только. Знаете, иногда премию выдают, иногда зарплату, которую задерживают, выдают, иногда подработку выдают и так далее. Это для людей, которые работают на ставку. Итак, первый заговор. Вам нужна мелочь. Вы должны звенеть этой мелочью, чтобы звон денежный был. Вот так. Если у вас нет возможности, то есть эту мелочь вот так вот раскидывать по алтарю или по столу, где вы будете. Алтарь-то не обязательно, просто для красоты сделала, для декорации, чтобы было интересно смотреть. Если нет такой возможности, берите мешочек, любой, неважно, красный, белый, зеленый, золотистый. И в этом мешке вот так держите, пускай звенят. И звон должен быть обязательно, потому что вы пробуждаете денежную энергию, денежную силу. Еще раз прошу, если вы не можете переписать с грузинского языка, и попрошу никого, даже те, кто знает грузинский, не писать внизу этот текст. Пускай подождут, они должны уважать. Вы поймите, мы в сыром виде вот просто заговор напишем, и оно пойдет по интернету. Так нельзя. Надо объяснение, надо написать полностью, как положено, и вот уже в том виде пускай будет в интернете, понимаете, чтобы завтра, послезавтра какие-нибудь твари не взяли у себя в форуме, не поставили, не сказали, это наше. Вот почему. Дождитесь. Яна очень нормально, очень правильно текст напишет с предисловием, с вступительным и так далее. Так правильнее, чем просто взять и заговор написать. Так вот, либо вот так делаете. Каждый раз можно разными монетами. Это не обязательно. Не обязательно эти монеты хранить. Но если у вас есть возможность, то есть хранить где-то, то не надо будет каждый раз вам искать монеты новые. Первый заговор основан на денежном звоне. Вот так. Я не буду сейчас как бы их раскидывать, поскольку мне это мешает читать. Но вам говорю вот таким образом. А если вы продаете или если у вас нет возможности это так вот делать, просто звените и читайте вот в мешочке. Вот вы работаете в магазине, там пока нет никого. Этот мешочек, значит, трясете, читайте. Да хоть, извиняюсь, в туалет зайдите, хоть в какую-то комнату отдельную зайдите, потрясите и прочитайте.
Маникюр делаете, значит, у вас будут записываться там на 3 недели вперед, у вас полно будет народу. Это рассчитано именно на постоянный поток клиентов. Если вы работаете с людьми, да, предлагаете свои услуги, там, парикмахер и так далее, и так далее. Итак, первое. Значит, вот так, звеня монетами, читать. Читать нужно 6 раз. Самхрети, дасавлети, чердилоети, აღმოსავლეთი მოისმინეთ ფულის ხმა დააღვიძოს ფულის ძალა ფე ფული ციდან ჩამოდის ფული დედამიწაზე фули джибепши. Амен. Простые слова, но народные слова, и они имеют древние корни. А если веками люди так себе говорили, как мантру повторяли, это имеет определенную силу. Вот основанная на вот этой народном творчестве созданная работа. Далее. Еще раз. Самхрети, дасавлети, чердилоети, აღმოსავლეთი, მოისმინეთ ფულის ხმა, დააღვიძოს ფულის ძალა, ფული ციდან ჩამოდის, ფული დედამიწაზე, ფული ჯიბებში. Амен. И еще раз. Самхрети, дасавлети, чердилоети, აღმოსავლეთი, მოისმინეთ ფულის ხმა, დააღვიძოს ფულის ძალა, ფული ციდან ჩამოდის, ფული დედამიწაზე, ფული ჯიბებში. Амен. Вы пробуждаете денежную силу этим звоном и кричите во все стороны света. Пробуждаете. И как бы создаете, я уже говорила, да, вторую реальность, которая потом будет уже на физический план выйдет. Вы свою сущность отправляете вот туда. Выходит наружу. То есть вы говорите о том, что кругом деньги, вы себе план поставили, кругом деньги, везде сыпятся, в карманах, на земле, везде вокруг деньги. И пробуждается денежная сила. Еще раз начитаем. Самхрети, дасавлети, чердилоети, აღმოსავლეთი, მოისმინეთ ფულის ხმა, დააღვიძოს ფულის ძალა, ფული ციდან ჩამოდის, ფული დედამიწაზე, ფული ჯიბებში. Амен. Сделайте, сами увидите эту силу. Следующий, друзья мои, 4 раза читается на кошелек. Но смотрите, как надо. Встаете посреди комнаты или там, где вы работаете, неважно. Можете утром начитать и выйти на работу. Встаете, поворачиваетесь на каждую сторону света и над открытым кошельком читаете. Ну, естественно, там деньги должны быть. Все деньги не тратьте. Вообще из последних денег ничего не покупайте. Всегда старайтесь покупать, когда у вас еще есть запасные деньги. Так надо. Денежная сила обижается, когда ее до последнего тратят. Постарайтесь держать мелочь в карманах. Мелочь, вот шубы есть у вас или пальто, неважно, вы одеваете их или нет. Пускай там будет мелочь. По 10, по 15 рублей. В карманах дома должна храниться мелочь, там 100 рублей. В любом случае, пускай в нескольких карманах у вас будут деньги. Так надо, оно притягивает. Понимаете? И ощущение вашего подсознания, что это не последние деньги, где-то еще там есть, оно расслабляет, успокаивает. И вот этот страх перед безденежьем уходит. А страх не должен быть. Итак, взяли кошелек, открыли, вот так вот раскрываете, встали, начитали, повернулись в эту сторону, прочитали во все 4 стороны света. Потом кошелек закрыли, положили в сумку и пошли на работу. Или на работе достали кошелек с сумки, открыли, на все стороны повернувшись, по одному разу прочитали, закрыли, и весь день у вас купли-продажа обеспечена. Это даже без вопросов. Ну, вы знаете, насколько они быстро работают. Давайте не будем по новой говорить. Итак. ოთხი გზიდან ოთხნი მოდიან. პირველი მეფე, მეორე მოურავი, მესამე თავადი, მეოთხე ღდელი. მეფისგან ოქრო, მოურავისგან ვერცხლი, თავადისგან ფული, ღდლისგან სამდიდრე. ეს ყველაფერი კერტში შევაგროვებ, სახლში წავიღებ. ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ეგრე იყოს. Амен. Еще раз читаю. Ну, грузины-то поняли, что это? А вам потом скажу. Итак. ოთხი გზიდან
Вот поэтому 4 раза надо читать, потому что вы 4 силы призываете, которые вам дадут 4 дара, богатства. И все это раздадите себе и своей семье. Естественно, вот вы для своей семьи работаете. Понятно, что вам и вашей семье это будет приходить. У кого муж только работает, начитайте. У мужа постоянно будут заказы. Пенсионеры, которые говорят, начитайте, от ваших детей будут вам помощь, потому что через вас, вот вы говорите, я ничем не занимаюсь, что мне делать? Через вас у ваших детей начнется очень хорошая жизнь, достаток. Деньги будут приходить, работа. Следовательно, они вам начнут помогать. Вы делаете для своей общей семьи всегда ритуалы. Вот себе делайте, а все это придет вашей семье всегда. Я знаю случаи, когда женщина писала, что у нее там начались очень большие потоки денег после моих ритуалов, а у матери, говорит, она не может остановиться, покупает золото все время на какие-то распродажи, у дочери все хорошо. Вы, мать. В основном от матери, от материнской энергии идет на всю семью благословение. Вы для себя делаете, и на всю семью будет идти. Понимаете? Даже не обязательно, чтобы вы работали. Оно будет идти. Вы улучшаете атмосферу семьи. Вы тонкий мир поворачиваете лицом к своей семье. Вы настраиваете мир духов, чтобы они помогали вашей семье. И, следовательно, от вас будет идти вот эта вот энергия богатства. Вы проводите, а деньги придут. И отдайте Вселенной эту заботу. Она сама решит, откуда вам дать денег. Вам нечего тут сидеть и гадать. Еще раз читаем. Отхигзидан, отхни модиан. Пирвели мепе, меоре моурави, месаме тавади, меотхе худели. Мепизган окро, моуравизган версхли, тавадизган пули, хдлизган сам дидре. ეს ყველაფერი მკერდში შევაგროვებ. სახში წავიღებ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ეგრე იყოს. ამენ. 4 გზიდან 4 მოდიან. პირველი მეფე, მეორე მოურავი, მესამე თავადი, მეოთხე ღვდელი, მეფისგან ოქრო, მოურავისგან ვერცხლი, თავადისგან ფული, ღვდლისგან სამდიდრე. ეს ყველაფერი მკერდში შევაგროვებ, სახში წავიღებ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ეგრე იყოს, ამენ. И еще раз читаю. 4 გზიდან 4 მოდიან. პირველი მეფე, მეორე მოურავი, მესამე თავადი, მეოთხე ღვდელი. მეფისგან ოქრო, მოურავისგან ვერცხლი, თავადისგან ფული, ღვდლისგან სამდიდრე. ეს ყველაფერი მკერდში შევაგროვებ, სახში წავიღებ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ეგრე იყოს, ამენ. Я читаю как положено, как произносятся все звуки, все гласные, согласные. Вы, естественно, если в русском языке нет определенных букв, вы можете как бы читать в более мягкой форме. Вместо «п», например, «п» сказать. Хотя, если захотите, можете читать как положено. Ничего тут страшного нет. Итак, всем удачи, всех благ. И пусть древний грузинский язык и энергия грузинского языка и грузинских заговоров принесет вам удачу. Карга Тихавит.